Эта ужасная история произошла в 1961 году. Врач-окулист Артур Дюпера долго копил деньги, чтобы организовать для своей семьи увлекательное путешествие на яхте по Карибскому морю. Ему удалось арендовать заветную яхту. Их маршрут начинался во Флориде, а конечной целью должны были быть Багамы. Капитаном судна был основной военный Джулиан Харви. В общей сложности в путешествие отправилось 7 человек. Семья Дюпера, супруги и их 3 детей и капитан со своей женой. Предстояло увлекательное путешествие. Но, к сожалению, долгожданная неделя отдыха превратилась в сущий кошмар. Капитан яхты сошел с ума и убил всех на судне, кроме маленькой 11-летней девочки Теры Дюпера. Спустя 49 лет, в 2010 году, пережившая эти события, женщина решила написать книгу и назвала ее «Осиротевшая в океане», где описала ужасные события, произошедшие на яхте, и предысторию случившегося. Как оказалось, со слов Теры, у капитана Харви были финансовые проблемы. Он предварительно застраховал жизнь своей жены и хотел убить ее в путешествии, выставив это за несчастный случай, чтобы получить страховку. Но супруга все поняла и рассказала о замысле своего мужа семье Дюпера. Именно это и стало отправной точкой. Капитан обезумел и убивал всех на своем пути. В ту роковую ночь, когда произошли эти кровавые события, Тера спала в отдельной каюте. Ее разбудил топот и крики на палубе. Когда она поднялась наверх, увидела тело своей матери и брата. Когда капитан увидел девочку, то повалил ее на палубу. Затем он открыл морские клапаны, чтобы потопить судно, а сам спустился на шлюпку. Он попросил девочку подержать веревку шлюпки, а затем ненадолго отвернулся, чтобы достать нож. Харви собирался расправиться и с девочкой, однако она просто отпустила веревку. И он отплыл на спасательной лодке. Убийца не стал возвращаться, чтобы убить девочку как ненужного свидетеля, так как считал, что она обречена утонуть на уходящей под воду яхте. Капитана Харви спасли на следующий день. Он придумал сомнительную историю о том, что на яхте произошел пожар и лишь он один смог выжить. Но никаких доказательств, что он врет, не было, пока через 4 дня греческое грузовое судно обнаружило в море маленький плот, а на нем была полуживая обезвоженная Тера с солнечными ожогами 3 степени. Когда убийца узнал, что девочка выжила, то наложил на себя руки. А Теру удочерили родственники, которые никогда не вспоминали при девочке эти страшные события. Ей необходимо было высказаться, поэтому она написала книгу спустя почти полвека. Вот такая удивительная история. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.